Приветствую вас, ребята! Сегодня у нас уже третья серия об Hammer H1 Alpha, тот, который мы делаем самый лучший в нашей стране. Прошлую серию я закончил на том, что я вам показал диски и резину, которую я купил, и не вся доехала, чтобы вам показать уже эти колеса новые на этом автомобиле, потому как у нас стоят 22-е диски и 35-я резина, ну маленькая. У Hammer должна быть 37-я по заводу. Диски и резина уже все приехали, и сегодня мы их поставим и, конечно же, вам покажу. Проедемся, скажу, мягче автомобиль стал, шумнее. В общем, что поменялось? Возможно, динамика поменялась, но напомню, что здесь двигатель не такой, как у всех Hammer'ах, а более новый 6.6 Duramax, который до 100 км в час разгоняется за 12 секунд, в отличие от более старого Hammer'а за 19-20 секунд. То есть это достаточно быстрый автомобиль. Ну, на сегодняшнее время не совсем быстрый, но тем не менее, поверьте мне, что динамика у него очень и очень неплохая. На трассе там обогнать кого-то вообще без проблем. Кто-то там писал в комментариях, да, что поставить заводские диски альфовские, да, но на самом деле они сильно внутри. А так как автомобиль квадратный, если спереди и сзади на него смотреть, он просто как коробочка квадратная. Ему, если диски вовнутрь загнать, это ну просто очень старый такой некрасивый автомобиль получается. Диски, конечно, сильно решают. И если они хоть немножечко торчат за автомобиль, это ну, действительно очень хорошо смотрится. Вы сами можете в гугле посмотреть. Hammer'а на заводских колесах это ну просто совсем не то, что нужно для меня. Ну, конечно, у каждого свой вкус, но тем не менее, мои новые диски, они на 7 миллиметров будут глубже, но резина немножко шире. Ну, в общем, 1 к 1 мы где-то выйдем. Так как эти колеса стоят, будут новые стоять, я так думаю. Ну а что касается антискрипов, в первой и во второй серии я вам рассказывал, что у Hammer'а есть такая большая проблема, что он подскрипывает. То есть салон, то обшивка, то торпеда, то где-то руль там подскрипывал. Сейчас всего этого нету. Я вам показывал, что я все детали попроклеил антискрипом. Да, они не очень красиво выглядят. Вот если вы будете заглядывать там где-то в щели, там, ну, видно, что что-то приклеено, да, но тем не менее эффект, он очень большой дал этот антискрип. Теперь ты едешь и слышишь, как у тебя работает подвесочка, как резина хлопает об ну, какую-то неровную дорогу. Теперь по салону, ну, можно сказать, процентов 75-80 я убрал этих всех скрипов. Еще нужно поработать в багажнике, там что-то, где-то какие-то двери, где-то, ну, по мелочам. Это уже очень-очень мелочи. Все самое главное я полностью убрал. Очень доволен и всем рекомендую делать антискрип. И еще много вопросов у меня было. Саня, подскажи, где ты брал зеркало? То есть накладка на зеркало заднего вида, которое в Hammer'е, это на любые автомобили можно купить такую штуку. То есть у вас зеркало, вместо зеркала уже монитор стоит, и сзади вы ставите камеру, можно переднюю камеру поставить, и как видеорегистратор. Ребята, у нас есть в городе Житомир магазин «Автозвук» называется. Находится он на Полевой, там есть и магазин, и несколько боксов, которые сразу могут вам установить. Я, конечно же, на ребят ссылки оставлю в описании, номер телефона, там, по-моему, сайт у них есть, они работают по всей Украине, отправляют любой товар
по ценам, я вас уверяю, что может конкурировать с любым магазином в нашей стране. Идем дальше, усовершенствовать наш автомобиль. Значит, зеркала, вот эти огромные зеркала, если кто-то подумал, что в них прекрасно видно, я вас уверяю, вообще ничего не видно, так как американские зеркала увеличивают, и вот это маленькое стеклышко здесь стоит, в правое зеркало вообще ничего не видно. То есть мы будем отправлять сейчас на фирму, которая занимается стеклышки, изготавливает в европейском стиле, которая, ну, как бы уменьшает и немножко сферические, с подогревом делает и так далее. Эти, конечно же, зеркала я оставлю. Ну, я уже говорил, в случае продажи автомобиля все можно вернуть в заводское состояние. В общем, отправляем 2 зеркала, ну и ждем, что у нас получится. Такие, ребята, площадки напечатал на 3D принтере со сферой под уже новенькое стекло с подогревом. Все как положено, безрамочное будет, и стеклышко немножко больше, чем было старое. В общем, ставим. Мы в Хаммере сидим уже с новыми зеркалами. Я вам могу сказать точно, что это лучшие деньги, которые я вложил, ну, скажем так, в безопасность свою и автомобиля. Настолько открылись глаза с помощью вот этих вот стеклышек, зеркал сферических, которые уменьшают, ну, на всех нормальных автомобилях европейских вот такие вот зеркала стоят. Они намного больше дают обзор. Всем, у кого такие зеркала на Hammer H1, рекомендую поменять стеклышки. Вы посмотрите, какой шикарный обзор. Вам абсолютно все видно. Абсолютно, ребята. Класс. Просто класс. Это парковаться задним ходом намного станет легче, потому как с заводскими стеклышками, зеркальцами, да, это было крайне сложно. Вот это маленькое зеркальце, оно намного больше мешало, чем каких-то плюсов давало. Вообще не знаю, какие плюса были. В общем, зеркалами доволен, всем рекомендую. Сейчас вам хочу показать кое-что интересное, сравнить гелик в новом кузове с Hammer H1 Alpha. Перед вами 2 самых брутальных, самых известных и желаемых внедорожника. Hammer H1 Alpha 2005 года и Гелендваген G63 2022 года. Какая же разница между ними? У них полная блокировка передней оси, задней оси, и точно так же у Гелендвагена. То есть проходимость, ну, как таковая, сумасшедшая. Значит, чем же они отличаются и чем уникальный Hammer H1? Смотрим на пороги. Вы видите, что у Гелендвагена ниже пороги. У Hammer H1 они выше, то есть клиренсы у него прилично выше. Хотя колеса здесь 38 стоят и портальные редуктора. Но, казалось бы, Hammer должен быть прилично выше по крыше от G63 гелика. Смотрим. Видите, гелик, он крыша выше. То есть силуэт Hammer H1 он сделан максимально тонкий, узкий, такой плоский. Это для того, чтобы, ну, наверное, в военных целях как-то. И клиренс, вы видите, у него, хоть он и ниже по крыше, да, но клиренс у него прилично выше. Под передней осью, особенно под задней. Что у этой машины независимая подвеска, что у этой независимая подвеска. Сзади у Гелендвагена стоит мост. Видите, здесь клиренса, ну, вообще нету. Здесь клиренс, ну, намного больше за счет порталов, независимой подвески, ну и так далее. В общем, вот так они отличаются. Конечно, этот автомобиль комфортней на каждый день, катайся не хочу. Этот автомобиль, конечно, тачка выходного дня. Ну, я думаю, что владеть таким автомобилем очень многие желают. Но их очень мало, и они очень-очень дорогие. Что я, ребята, еще выдумал сделать с нашим Хаммером? Значит, видите, у нас приборка заводская, Hammer H1 Alpha. Видите, здесь у нас мили большие цифры, а километры маленькие цифры. Это у нас тахометр. Что я придумал? Изготовили мне вот такие вот шкалы. Километраж большие цифры, а мили маленькие. Все сделали наоборот. Ну и, конечно же, альфа, значок альфа. Ну и тахометр, чтобы не отличалось. Но есть одно но. Вроде бы все красиво получилось. Да, хороший материал специально для шкалы будет просвещаться. Но нужен светофильтр, ребята. Это я, конечно, упустил. Так как у нас у Хаммера, видите, все кнопки, все зеленая подсветочка. Но сейчас не очень видно, потому что на улице светло. Все полностью освещается зеленым. А вот эти вот шкалы просто, ну, такие желтые. Там лампочки стоят внутри. Ну, белые или желтые можно их назвать. А уже сзади масочка, светофильтр зеленый. То есть пока я решаю этот вопрос,
потому что очень хотелось бы, чтобы вот этот километраж здесь еле-еле видно на скорости, там аж надо присматриваться, или ты не нарушаешь, или все у тебя в порядке. То есть с этим вопросом хотелось бы поработать и закрыть его. Очень хочется шильдики альфа видеть, ну и, конечно же, большие цифры километража. А сейчас я предлагаю поехать в лес и посмотреть красивые кадры нашего прекрасного монстра. Попробовал артикуляцию подвески. Ну, могу сказать, что хода здесь небольшие. Вот это колесо уже в воздухе у нас висит. Видите, уже буксовало. Ну, давайте попробуем. Ну, чуть-чуть скатился назад. Ну, здесь есть принудительные блокировки, задняя и передняя. Включил и поехал дальше. Но, тем не менее, хочу вам показать, чуть-чуть на горбик выехал, да, и уже автомобиль висит. Сложно ходить, потому что уклон здесь сумасшедший. Вот спереди, посмотрите, подвеска, ну, скорее всего, что здесь она уже зажалась полностью в ноль. Но посмотрите, 38 колеса. И какой зазор у нас остался, я не знаю, 1,5 сантиметра. Здесь и 1,5, ну, здесь немножко больше. Колесо сплющило, давление 2, вес автомобиля около 3,5 тонны. Ну, красивое зрелище. Давайте отойдем назад. Я хотел лужу объехать, чтобы не запачкать автомобиль. Вот так это выглядит. Ну, мне нравится. Прикольно. Обожаю эту машину, ребята. Просто кайф кататься. Давайте на нее со всех сторон посмотрим. Ну а сейчас хочу с вами посоветоваться по поводу покраски Хаммера. Да, именно покраски, цвет. Этот цвет, который вы видите, в принципе, он мне нравится, он классный. Но кое-что нужно подкрашивать, а литр такой краски 1000 евро стоит. Ну и какие у меня мысли? Вы посмотрели, что Хаммер, плоскостя у Хаммера H1, он весь такой кривоватый, да, то есть нету ровных плоскостей, как у современных автомобилей. Хаммер H1, они все такие с завода выходят, то есть новый автомобиль выпускается в заводском окрасе, он весь вот такой вот кривой. Меня это, честно, очень сильно напрягает. Знаете, как мне уже говорят мои друзья, ребята, что это профдеформация. То есть ты, когда делаешь классные ровные автомобили, самодельные, да, они намного лучше выглядят, как некоторые заводские автомобили. И в данном случае Хаммер хуже выглядит, чем те автомобили, которые мы строим. Вот если бы я вам показал, вот передо мной стоит Citroën GT, тот, который мы построили, он намного лучше выглядит, чем Хаммер. Именно плоскостя, все зазоры, он весь ровненький, весь прекрасный. Но об этом будет чуть-чуть позже серия. Ну и какие у меня мысли? Подумал, может быть, покрасить Line X. Не путайте с Raptor. Raptor это более дешевая покраска, она, ну и смотрится, ну так себе. Line X, он очень красивый, особенно в черном цвете, он переливается весь. Почему именно Line X? Ну, наверное,
наверное, я решу две проблемы сразу. Это вот эти плоскостя кривые, да. То есть под Line X этого всего, конечно же, видно не будет. Автомобиль будет всегда красивый и нарядный. И второй момент, то, что все-таки этот Хаммер, ну, как-то поехать в лес, где-то покататься на природу, там с семьей выехать. И постоянно эти веточки касаются автомобиля, и он всегда, ну, не очень будет хорошо выглядеть. А мне это не нравится. Я хочу всегда, чтобы автомобиль был нарядный. Под Line X он всегда будет как новый. Это уже проверено. Мы красили нашим клиентам автомобили. Спустя много лет они очень довольны. И свои когда-то автомобили, вы помните, Dodge Ram 2500, Monster здоровенный. Мы покрасили Line X, мы ездили на оффроуд по катушке, по всем лесам. Ты его помыл, и он всегда как новый. Но единственный минус, это я переживаю, или я не удешевлю свой автомобиль, потому что все-таки Hammer H1 Alpha это коллекционная модель. Жду ваши комментарии, что вы скажете. И даже если это Line X будет, то черный или серый цвет. Ну, я не знаю, черный вроде красивый и серый под Line X красивый. Я вставлю какие-то кадры, а вы сами оцените. Жду от вас какие-то комментарии. Ну, а если все-таки его перекрашивать, выравнивать, да, там где-то подшпаклевать, где-то подгрунтовать, перетереть, то мне очень нравится цвет серый матовый. Мы когда-то красили такие гелики, один из самых первых, мы точно в такой цвет покрасили, который мне нравится. Я вам сейчас ставлю видео, которым я нашел Хаммер именно в том цвете, который мне очень нравится. А вы уже напишите свои комментарии, как же круче будет смотреться. Но в серой матовой покраске тоже есть свои минуса. Это уже в лес очень-очень аккуратно нужно выезжать, потому что все-таки вы, если веточкой поцарапались, слегонца даже, вы уже не отполируете автомобиль, потому как матовый лак, он если поцарапался, то его только перелачивать. А матовой покраски есть тоже свои нюансы. То есть одну деталь попасть в тон, в матовость, в цвет, это крайне сложная работа. В общем, вот такая вот дилемма у меня. Пишите комменты, вместе с вами будем решать. Вот, ребята, самая настоящая причина, почему я хочу в Line X покрасить. Вроде бы лес, все красиво. На классной машине хочется заехать, ну, не знаю, на шашлык, на природу, там, возможно, какой-то гидроцикл завести, да, и вот такие вот ветки, ну, просто нереально проехать. Вот здесь вот Хаммер, казалось бы, широко. Там зеркалами цепляет, здесь тоже зеркалом цепляет, то есть ему везде мало места. Ну и такой глянцевый автомобиль, как бы ты ни хотел, под керамикой, там, наполированный и так далее, он всегда будет поцарапанный, потому что этот автомобиль, я считаю, что он больше выехать на природу, на какое-то бездорожье, то не оффроуд, а просто на природу поехать. Вот посмотрите, как здесь красиво. Осенний лес, ребята. Просто класс. Обожаю эту тачку. Сотый раз повторюсь. Вот здесь ехали, видите, вот эти веточки по крыше пошли, а вот эти вот зеркала и чуть-чуть, возможно, машину зацепили.
Жду ваши комментарии по покраске, очень интересно ваше мнение. Ну а сейчас мы будем продолжать улучшать наш автомобиль. Много чего я заказал из Америки, но в данный момент я хочу вытаскивать уже сиденья и отправлять их на перешивку к нашим специалистам. Ну и следующим этапом я вытащил сиденье с нашего Хаммера. Это переднее, здесь немножко надо ремонтировать, видите, эта сторона немножко продавленная. Ну и, конечно же, будем перешивать. Это заднее сиденье. Здесь я рисовал, как я буду вставлять перфорацию, заканчивать так или заканчивать вот так, видите, с закруглением. Не знаю, что вы скажете, но в принципе я уже решил, и в следующем видео я вам покажу. Конечно, еще сделал шильдики, приукрасить наши сиденья, вот такие вот альфа-версия, подчеркнуть свой автомобиль на сиденьях. Вот здесь это будет вставляться. Ну, в общем, совсем скоро я вам все покажу. Шильдики очень красивые, мне нравятся. Еще, ребята, добавлю, видите, подголовники сняты, вот они. То есть у них регулировка обычно у передних сидений вот так вот назад они откидываются постоянно и болтаются. Это очень некрасиво выглядит. Я снял их, разобрал, зафиксировал в одном положении. То есть они всегда вот так будут наклонены к водителю. Потому что это была моя прям боль, ребята. Теперь я это все устранил, и будет все красиво. Вот здесь у нас были кнопки, это подкачка сидений, нижней части и поясничной части. Эту коробочку я хочу удалить, потому что, ну, этим вряд ли кто-то будет пользоваться, потому что это не супер комфортное сиденье, как каких-то BMW 7 серии. А у нас простые сидушки, этого не нужно, оно просто, видите, ну, как-то совсем печально выглядит. Я это все затяну, подремонтирую эту бок. Ну а по сиденьям, я думаю, что вы поняли, что все это очень печально, то, что у нас есть. Это было красиво лет так 15 назад, может быть еще больше. Это крокодилья кожа, эти цвета. Хочется все это вкусненько как-то перешить, голову себе ломал, выдумывал что-то. Но кое-что я уже придумал. В общем, в 2 этапа наши сиденья будут перешиваться. Центра я буду изготавливать в Киеве. Я уже купил кожу одну и вторую. Немножко позже вам покажу, какие мысли у меня появились. А точнее, ребята покажут, что же я задумал. В общем, отправляю к ним, это фирма, которая занимается перфорацией очень качественно, и они с полслова меня понимают, что мне нужно. На ребят, конечно же, ссылку я оставлю в описании. Кому нужно качественную перфорацию сделать на коже, обращайтесь. Ну а я вставляю видео, что мне ребята сделали по центрам. А все остальное мы будем шивать уже здесь по месту. Вы только что посмотрели видео, это будут мои центра в сидении. Да, такая у меня фантазия, там фиолетовый цвет. У меня в автомобиле, вы знаете, что дверная обшивка, низ фиолетовый, и по центру тоже какой-то пластик в фиолетовом цвете. Как-то хочу сиденье завязать. Но уже заканчивать сиденье мы будем здесь по месту. Я думаю, что-то интересненькое получится. Они хоть и маленькие, но мысли у меня есть, как красиво их
пошить. Ну и сейчас мы ждем с дня на день уже посылочку с Америки. Вы не поверите, но наш Hammer H1 можно чипануть. До 1500 лошадей можно сделать этот автомобиль. У меня просто это в голове не помещается. Hammer H1 и 1500 лошадей. Но когда я все это получу, я вам покажу в следующей серии, сделаем какие-то замеры и так далее. Там даже логи можно почитать. И да, этот двигатель держит беспроблемно 450 до 480 лошадей вообще без проблем. Но мне такая мощность не нужна, мне дай 400 лошадей, так чтобы это было безопасно, и это будет очень круто. Что мы еще ждем, это расширители арок. Самые красивые, маленькие, аккуратненькие, потому что вот я сейчас по лесу там проехался, и весь автомобиль там легенькая лужа, да, и весь автомобиль просто уже грязный. Маленькие расширосики, они и вид добавлят, будет красиво, ну и какую-то защиту от грязи. Какие-то лючки на бензобаке. В общем, в следующей серии я вам все детально покажу. А вот, ребята, итоги покатушек. Почему я за Line X вам рассказывал. Видите, какие царапины. Хотя очень сильно старался ветки объезжать, но Hammer очень широкий и не всегда это получается. Видите, какие царапины. Да, он помоется, практически все отмоется, но все равно после таких покатушек нужно делать полировку. Можно без наждачки, все эти царапины уйдут, просто кругом это час времени займет, но тем не менее вот такие вот проблемы они есть. Зеркало то только перекрас. Ну вот как-то так. А в Line X ехал бы себе и ни о чем не думал бы. Все, ребята, жду ваши комментарии. На этом видос я заканчиваю. Всем пока.